Привет! Это снова Анна, и я вас приветствую на нашем канале, который относится как к произведениям Жюль Верна группе ВКонтакте, так и к русскому жюльверновскому обществу. И сегодня наш разговор пойдет о верновских изданиях. Потому что, черт возьми, это очень важная тема. Ведь согласитесь, если бы не те книгоиздатели, которые когда-то, в незапамятные времена, в 60-х годах 19 века принесли нам Жюля Верна, не сделали бы этого, если бы не они, то не было бы нас сейчас с вами на этом канале. Так что давайте поговорим об этом. И будем говорить мы об этом, как вы уже, наверное, догадались, на примере прекрасной книги, которая представлена у меня здесь. Это «20 тысяч лье под водой», один из самых популярных романов Верна в России. И чтобы начать наш разговор, нужно сначала разобраться в ситуации. Например, как вы думаете, что такое было книгоиздание в то время, когда Верн написал свой первый роман? В России у нас книгоиздание. А было это очень интересное образование, потому что оно переживало свои подростковые годы. Оно хваталось буквально за все и больше всего на свете любило то, как у них. Не у них, а за рубежом, на Западе. Очень многие журналы составлялись буквально только из переводных материалов, и читающая публика была очень заинтересована в зарубежной литературе. Нужно сказать, что Верн в конечном итоге занял у нас одно из лидирующих мест в зарубежной литературе вообще, потому что он у нас мог уступить свое первенство по тиражу и числу изданий разве что Диккенсу и Золя. А начиналось все у нас достаточно сложно, потому что переводчики, которые работали над иностранной литературой и преподносили ее тем, кто не знал иностранных языков и вынужден был довольствоваться переводами, в то время были ремесленниками. Они не имели прав, зачастую даже не упоминались в изданиях и творили с текстом все что угодно, наверное, просто в отместку за то, что к ним относились так пренебрежительно. Так что первое издание Верна до Марка Вовчка это был точно такой же кошмар, как и все остальное. Потому что, к сожалению, такой вот кризисный подростковый возраст. Но Марка Вовчок явилась для верновского книгоиздания действительно большим спасением, потому что она была первым и единственным переводчиком, с которым Ицель лично заключил контракт. Ицель договорился с издателем Звонаревым, у которого Марка Вовчок публиковала свои переводы, что он будет лично ему передавать клише иллюстраций и главы, которые сам печатает в «Воспитании и развлечении». Марка Вовчок переводила эти главы и сдавала в набор. Например, «Дети капитана Гранта» вышли в Париже отдельным изданием в июле 1969 года, а в Петербурге спустя 3-4 месяца. По тому времени переводы Марка Вовчка у Звонарева это были самые лучшие русские издания Верна, как по качеству перевода, так и по оформлению. Поэтому судите сами. Вот какое было издание Верна в 60-е, 70-е, 80-е годы 19 века в России. Но потом начался книжный бум и коммерциализация печати. И тиражи приобрели просто сумасшедший характер. Такие имена, как Сойкин, Сытин, Вольф наводнили книжный рынок. Это произошло, безусловно, не просто так, а потому, что в больших городах появилось множество рабочего люда, которые изыскивали дешевые и интересные книги для чтения. И такой книгой, конечно, можно было назвать любую книгу Верна. Так что «Вокруг света», «Природа и люди», журналы, которые печатали книги Верна, и к бесплатным приложениям которых относились собрания сочинений его же. Поэтому многочисленные тиражи Верна на рубеже 19 и 20 веков это было обычным явлением у нас. И переводов там тоже было очень много. Что же случилось дальше? А дальше случилось известное.
началась революция. И после того, как бешеная круговерть перевернула нашу страну с ног на голову, у нас образовался культурный вакуум. С чем остались дети, которые читали верно? Конечно же, с этими огромными тиражами Сойкина, Сытина, Вольфа и иже с ними, с плохими переводами, с кривыми, плохими, плохо пропечатанными иллюстрациями, с дешевыми изданиями, но этих изданий было очень много. И да, у них был кошмарный язык, но они были на каждой полке и у каждого ребенка в руках. Новое государство и новая власть заботились об образовании своего народа, безусловно. Им необходимо было строить новую культуру, и в том числе новую культуру чтения. Понятное дело, что ни одна из книг Вольфа, Сытина или Сойкина не подходила для данной цели, потому что это были книги достаточно низкого качества, как уже было сказано. Хорошо, и нам повезло, что так случилось, что Жюль Верн остался на повестке дня у нового советского правительства. В частности, вот в 1933 году вышло постановление ЦК партии об издательстве детской литературы, где говорилось, что Жюль Верн наряду с Даниэлем Дефо и Джонатаном Свифтом должен быть первым писателем для детей, которого нужно издавать. В 20-30-х годах, особенно в 20-х, началось новое советское книгоиздание Верна. Передовые литераторы 20-х годов во главе с Максимом Горьким организовали выпуск первого советского собрания сочинений Жюля Верна. До этого собрания сочинений издавались только уже означенного характера. Это были приложения к журналам плохого качества. А «Земля и фабрика» 27-29 годов это было действительно комментированное собрание сочинений, в котором действительно были хорошие по тем временам передовые статьи послесловия. Конечно, для того, чтобы издать такое монументальное собрание сочинений, у тогдашних активистов культуры и образования не было достаточно времени, поэтому переводы, к сожалению, там были старые, но подредактированные товарищем по имени Полтавский, одним из первых людей в Советском Союзе, который интересовался Верном и действительно занимался им. И с этого момента русский Жюль Верн начал новую жизнь, потому что у него появилось советское лицо. Дедгиз, детское государственное издательство, вело плановую работу по изданию новых книг Жюля Верна с новыми переводами. Именно тогда на полках появился Игнатий Петров, который перевел всю трилогию, в том числе и 20 тысяч лье под водой. Была основана серия библиотеки приключений научной фантастики, та самая рамочка, которая узнавается всеми и по сей день. Детское воображение завоевывали новые советские иллюстрации. Именно тогда появился и Луганский, и Фитингов, и, конечно же, Кочергин. Книгоиздание не прекращалось даже в войну, и если качество переплета снизилось, то тиражи ничуть не бывало. Советские тиражи вошли у всех в поговорку, но после войны начался настоящий советский книжный бум, и в 50-е и 60-е годы начали выходить те самые классические издания, на которые сейчас ориентируются буквально все. Именно в этот золотой век появился легендарный 12-томник, государственное издательство художественной литературы, 54-57 года. Именно там появился перевод Яковлевой Корша, который сейчас считается классическим для 20 тысяч лье под водой, а также именно там появился перевод Немчиновой и Худатовой «Таинственного острова». Да, 12-томник — это то, чем пользуются сейчас издатели, когда хотят выпустить какую-либо книгу Верна. С ним сверяются и его перепечатывают. Еще одно собрание сочинений, стоящее внимания, это издание «Правды» библиотеки «Огонек», так называемый восьмитомник. Интересен он тем, что, пожалуй, это очень неплохое собрание сочинений, если вы молодой читатель Верна и хотите познакомиться с классикой Верна. Вот именно это собрание сочинений вам в этом поможет. И надо сказать, что тираж у него ого-го какой. Если у 12-томника было 390 тысяч экземпляров, то у него 750 тысяч. Да, СССР издавал Верна много,
«Таинственный остров» в СССР издавался около 40 раз, и это очень скромная цифра, скорее всего, она преуменьшена. Но идет время и грядут перемены. После развала СССР началась полная чехарда в книгоиздании. На книжном рынке появились многочисленные некачественные книги. И в том числе некачественные книги, которые махали ручкой тем своим собратьям, которые выпускались во времена коммерциализации печати на рубеже 19 и 20 веков. Воистину, все повторяется. И на фоне тех издательств-однодневок, которые выпускали переводы, сделанные до революции, очень выделялся «Ладомир». 29-томник неизвестного Жюля Верна был и остается эталонным собранием сочинений для нашей действительности. По крайней мере, и точно потому, что там выпущены были произведения, которые никогда не издавались ни в Советском Союзе, ни в Российской империи. Там издавались произведения Верна, которые были найдены совсем недавно. Это было передовое собрание сочинений, и комментарии его беспрецедентны. Если 12-томник комментировали Евгений Павлович Брандис, Кирилл Андреев, Казанцев и тогдашние передовые ученые, то 29-томник комментировал Анатолий Москвин, который глубоко закапывался в современнейшие на тот момент исследовательские материалы по Верну. Ну а что же случилось еще потом? Что у нас в современности? А в современности у нас все не так плохо, несмотря на дичайший кризис книгоиздательства, включающий, в частности, то, что тиражи у нас крайне малы. Бумажная книга становится чем-то напоминающим роскошь. Но для нас с вами, конечно, по-прежнему это факт повседневной жизни. Так что все еще есть для кого издавать Жюля Верна. И это происходит вполне себе неплохо. К сожалению, и сейчас все не очень хорошо с переводами. Вот о чем стоит сказать точно. Все еще на книжных полках появляются дореволюционные переводы, которые используются из-за их дешевизны. Но еще есть и очень странное образование по типу вот этого издания, где написано, что это перевод Марка Вовчка, но перевод Марка Вовчка выглядит абсолютно по-другому. Что это такое? Это перевод, не принадлежащий ни одному известному переводчику «Таинственного острова». Остается думать, что это компиляция. Но зачем было подписывать ее именем Марка Вовчка? Это очень странно. Вот, друзья, вкратце история русского книгоиздания Жюля Верна. Конечно, невозможно охватить его целиком. И более того, невозможно рассказать о нем, используя такой роман, который издавался бы в любой названной мной категории. Просто потому, что неизвестный Жюль Верн, он именно потому и неизвестный. Он является дополнением к 12-томнику, и повторений между ними нет. И это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии и предлагайте мне темы, которые я могу с вами дальше обсудить. До новых встреч, друзья!